Привет, друзья! Вы на канале Шить Легко. Сегодня у нас третье видео по теме китайская база рукав. Что нам нужно для построения рукава? Нам нужно взять свою отработанную уже базу, измерить уточненную нашу длину проймы по спинке и длину проймы по полочке. Записать эти значения. Следующее, что нам нужно, от высшей точки нашей горловины или ростка провести горизонтальную линию до пересечения с полочкой и измерить вот этот участок. У каждого он будет разный, смотря какой размер и какая разница длин между полочкой и спинкой. У меня этот отрезок разница 6 сантиметров. Сразу я написала и умножила на 0,3. Нам нужно будет для построения рукава вот это значение. У меня оно 1,8. У некоторых будет, безусловно, меньше. У каждого оно будет свое. Еще нам нужна длина рукава. В моем случае это 60 сантиметров. Обхват запястья плюс прибавка. Вот я взяла 6 сантиметров. Но вы можете выбрать любую. Но меньше 6, я думаю, что на такой рукав не нужно. Что мы делаем? Длину проймы полочки и длину проймы спинки мы складываем и потом делим на 2. И нам нужно вот это значение. Мы, в принципе, как бы все. Чертеж мы свой откладываем и начинаем работать. И с чего мы начинаем наше построение? Мы откладываем длину своего рукава. Вот вертикальную линию я рисую, на ней я откладываю длину своего рукава. В моем случае это 60 сантиметров. Точка А, соответственно, внизу точка Н. И влево мы проводим горизонтальные линии пока произвольной длины. От точки А вверху и от точки Н внизу. Это линия, ограничивающая длину нашего рукава. Так как это у нас китайская методика, без треугольника нам не обойтись. Я вот вырезала прямоугольный треугольник. Вот одна сторона 15 сантиметров и вторая сторона 12 сантиметров. И прикладываем этот треугольник к точке А по нашей верхней горизонтальной линии. Можно его начертить, но для того, чтобы не загромождать чертеж, девочки, я вам рекомендую нарисовать точно так же. Нам нужно, по идее, только вот эта точка, нижняя точка. Можно и нарисовать его. От точки А 15 сантиметров мы откладываем, вниз под прямым углом 12 сантиметров и соединяем. И нам нужна эта линия, по которой мы откладываем длину своей проймы, половину. Вот полученное число. В моем случае это 27 сантиметров. И от точки А по линии нашего треугольника я откладываю 27 сантиметров. Ставлю точку, называю ее точкой В, и от нее под прямым углом по горизонтали провожу линию. И от верхней точки до нижней вертикальную линию. Называю эту точку верхнюю А1, точку на пересечении В2 и, соответственно, внизу Н1. Вот это мы нашли ширину своего рукава вверху. Точку А1 мы должны поделить пополам. Я делю свою точку, свою линию пополам. И теперь нам нужна разница, вот в моем случае разница 6 сантиметров умноженная на 0,3, 1,8. И от центра я смещаюсь к точке А на 1,8. Эта точка у нас, которая поделила наш отрезок пополам, А2. А точка смещения А3, соответственно, в моем случае. И через нее я провожу еще одну вертикальную линию до линии низа. На пересечении В1 и внизу у меня точка Н2. Вроде бы как несложно. Поехали дальше. Теперь измеряем отрезки по линии В. Измерили, и такое же значение я откладываю влево. То есть мы разворачиваем эти линии.
И то же самое делаем и справа. Назовем эти точки В3 и, соответственно, В4. Линию В2, В3 делим пополам. Это у нас точка В6. Определяемся. От точки А это у нас будет к полочке. Со стороны А1 это у нас будет к спинке принадлежать. Теперь от точки В4 откладываем еще 1,5 сантиметра. По методике это так. И это работает, девочки, в этом рукаве. К спинке прибавка 1,5 сантиметра. Это точка В5. Следующее, что мы делаем. По линии А делим теперь эти отрезки А1 и А3 пополам. Этот отрезок. Это у нас точка А5. И отрезок А3А. Соответственно, эта точка у нас А4. И теперь точку В4 соединяем с точкой А5. А точку А4 соединяем с точкой В3. На пересечении этих линий ставим точки. Это вспомогательные точки для построения. Теперь от этих вспомогательных точек к точке А3, к центру, то есть к высшей точке оката рукава, еще проводим линии. И здесь от точки пересечения к высшей точке оката рукава. Теперь начерченные отрезки, каждый из них делим пополам. И нам нужно поднять перпендикуляры. Как узнать длину этого перпендикуляра? Измеряем наш окат, получившийся. В моем случае это 16,8. И делим на 10. То есть я округляю, 1,7 у меня получается. И откладываю на этих перпендикулярах 1,7 в одну сторону и в другую. Получившиеся точки обозначим буквой О и, соответственно, буквой О1. От точки пересечения до точки В6 соединяем эти точки еще одной прямой. Рисуем наш окат рукава. Все вспомогательные точки у нас для этого есть. По спинке это В5, точка на пересечении, точка О1 и точка А3. К полочке это О, точка пересечения и точка В3. Спускаемся по вспомогательной линии. Теперь от точки А3 к точке О1 стараемся рисовать наш окат плавным и красивым. И от точки пересечения до точки В5 по прямой выводим плавную красивую линию. Я начертила свой окат рукава, и теперь осталось только закончить низ рукава. Отрезок N1, измеряем его и делим ровно пополам, потому что линия высоты оката, вот точка наша А3, она у нас не делит низ рукава пополам, а нам нужно ровно половина. Это у нас будет точка N3, от которой мы берем нашу мерку, обхват запястья плюс прибавка. В моем случае это 18 плюс 6, это 24. 24 я делю пополам. И по 12 сантиметров я откладываю от середины, от точки N3 по линии низа вправо и влево. N4. И получившаяся новая точка у нас N5. И соединяем V3 с N4. А точку V5 с точкой N5. Рукав получился у нас хороший. Я его проверила. Посадка по окату получается 3-3,5 сантиметра. Это даже для моего большого размера. Высота оката моего рукава 16,8. 16,8, почти 17. Но хороший окат, хорошая высота и вообще очень хороший получается рукав. Хорошо он садится в нашу базу. Пробуйте, девочки, и у вас обязательно все получится. Вот и волшебный треугольник. Подписывайтесь на мой канал.
подписывайтесь на мой телеграм, стройте рукав по китайской методике с треугольником. Я думаю, что у вас у всех получится. А если что-то у вас не получается и остаются вопросы, я всегда рада ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока!